Всем доброй ночи, друзья мои. Этот ритуал я давно хотела выставить, но никак руки не доходили. Все время то одно, то второе. И сегодня я просто буквально заставила себя выставить этот ритуал, тем более, что я обещала. Обещала этому духу, а вы знаете, что обещания, данные силам, обязательно нужно выполнять. Дух Черед. Один из стражников, один из духов-помощников, из 12 духов, имена которых издревле дошли до нас. О них мало известно. Это хранители врат. Их еще называют легионеры, потому что у каждого из них есть помощники. Это чтобы вы понимали, как одна и та же сила может в одно и то же время помочь многому количеству людей, большому количеству людей. Хотя для сил нет времени и пространства, они способны услышать многих и помочь многим. Для нас, смертных людей, это непонятно, и мы при всем желании не сможем до конца понять и осознать, как это возможно, но их разум устроен совсем по-другому. Они совершенны, и каждому из них по много тысяч лет. Некоторым по миллиону лет. И вы сами понимаете, что мы только подумали, а они уже знают, что мы хотим. Нам нечего противопоставить против такого интеллекта и такого космического разума. Кто такие духи? Духи, стражники, те силы, к которым мы обращаемся, это, по сути, такие, если так грубо сказать, маленькие боги, божества маленькие. Маленького масштаба. Почему? Потому что есть более великие, более могущественные, всемогущие космического масштаба силы, которые собрали в себе силовые поля, то есть эгрегоры. Это боги. Боги народов мира, боги, которые в каждом народе по-своему называются, но у них есть разные ипостась. Это как, если сравнить, если вы едете в какую-то страну, вам хочется попробовать национальную кухню, надевать их национальную одежду, потанцевать их национальный танец и так далее. Вот, видимо, и боги, создав людей разными, разделив по расе, по национальности, дав им различные языки, хотя есть первоматерь языков, более ранний язык, чем санскрите. Санскрите просто это религиозный язык, который, в принципе, вымерший язык, на нем не разговаривает, но это первый язык именно ариев. Откуда он возник, куда пропал, неизвестно, но многие элементы в санскрите сохранились в разных групповых, то есть языковых группах, в основном индоевропейских. Именно поэтому человек способен учить другой язык, потому что существует праматерь языков. Теперь духи. Я познакомила своих зрителей со многими названиями, именами сил, с их могуществом, с их умением, знанием, у кого какие функции, кто какую роль выполняет в мироздании. И познакомила вас с теми силами, о которых, возможно, никогда не слышали. А если слышали, так вскользь, даже не понимая, о чем речь и кто они есть. О других силах мы поговорим позже. У каждого из них своя функция. Ой. Некоторые из них помогают в поисках людей, другие помогают, дают знания, дают возможности предчувствовать беду. Другие отводят эту беду.
Черед – это уникальный дух, уникальная сила. И все, кто обращался к нему, и все, кто просили помощи, и все, кто помнит, что я научила вас в трудную минуту, когда некогда что-либо читать, крикнуть просто или в полголоса сказать: «Черед, помоги!» И сколько жизней спас этот дух, ну просто вот невозможно откупиться от него. То есть имеется в виду, что невозможно оценить тот масштаб помощи, который он оказал многим тысячам людям, кто взял и воспользовался этими заговорами, обращением к нему. Например, заговор дух-телохранитель чего стоит? Могущественная сила и добродушный дух. Как время показало, очень добродушный дух, который откликается, приходит, хоть он и грозный, строгий, сильный, потому что это очень древняя сила, но добродушный дух. Потому что помогает всем подряд и в любой ситуации. Их такие силы называют уникальной. То есть это силы, к которым можно обращаться с любым вопросом, чтобы решить, и получите помощь. Но основная функция череда – это спасти. Спасти жизнь, спасти близкого, спасти ситуацию, вытащить из беды, отвести беду. И я думаю, что он более чем заслужил эту благодарность, которую я хочу сейчас снять и показать вам, что если вы часто обращаетесь к нему, время от времени проведите ритуал благодарения. Благодарение – это некая энергия, которая укрепляет вашу связь с потусторонним миром, с духами, силами, смотря кого вы благодарите. Продукты, сладости – это все хорошо, это откуп. И это не к нему идет, а к его помощникам, к тем духам, которые приходят и выполняют его поручения, когда вы просите о чем-либо. Духи питаются молекулами, ароматами еды. Это для них энергия. Но если вам кажется, что самый главный откуп – это именно продукты и монеты, которые мы приносим, то вы ошибаетесь. Понимаете, могущественным духом несколько конфет и водка и так далее, и спиртное – это для них, символическая плата. Что именно, в чем состоит наша плата на самом деле? Пока мы подготавливаем алтарь, пока мы покупаем или там расставляем все эти откупы, сладости, там, спиртное и так далее, мы подключены к этой силе. Мы же знаем, для кого это делаем и почему. И вот эти наши мысли, наша энергия и наша вот эта волна, сила благодарения, вот это и есть откуп этим духом. Кроме всего прочего, смотрите. Например, вы делаете добрые дела в жизни и рассчитываете на ответ, на благодарность. Или говорите, даже если люди неблагодарны, зачастую так и бывает, то хотя бы от Вселенной я получу это благодарение. Хотя бы Вселенная, запоминая, зная, что я добрый человек, в трудную минуту мне поможет моему ребенку во имя меня, ради меня. Если в нашем роду наши предки были люди достойные, благородные, если они помогали нуждающимся и так далее, не сомневайтесь, что в трудную минуту именно благодаря нашим предкам, именно во имя и ради них Вселенная притягивает нам руку помощи. Именно те роды, в которых были меценаты, были благотворители, в общем, добрые, достойные люди и сделали много добра, их душам, ушедшим душам, после жизни этой земной, разрешается прийти предупреждать своих потомков. Именно вот таким достойным душам, которые
при жизни творили добро, им разрешают помогать своим потомкам и после смерти. Вот о чем речь, что энергия благодарения, она настолько сильная энергия, что она нужна. Она нужна нам, она нужна этим силам. И во Вселенной для них накапливается, ну, если сказать современным языком, чтобы понять не было, некий бонус. Чем больше они сделали хорошего, тем больше привилегий они получают в потустороннем мире. И каждое благодарение, и каждый откуп, который мы показываем, вот мы получили у какой-то силы, да, у какого-то духа мы получили что-либо, мы приносим и оставляем монеты, оставляем там, может, мед, вино, смотря что нужно. И эти молекулы, этот аромат еды уходит, безусловно, к этой силе, уходит как энергия, земная энергия, связь с нашим миром. Но самое главное, что вы показываете, это посыл во Вселенную, что я благодарю его, наградите его, он мне помог. Все, в его копилку еще один бонус, что он помог кому-то, что он сделал нечто нужное во Вселенной, что он соблюдает коны Вселенной и что он выполняет свои функции, ради чего он создан и существует. И тем самым вы даете понять, он мне помог. То есть поставьте, да, плюс рядом с его фамилией. Это грубо говоря. Когда мы идем, например, нам ведут экскурсию по старинному замку, нам очень понравилось, оно очень доступно, вот экскурсовод рассказывает, говорит, запоминается, интересный человек. Что мы хотим в книге отзывов оставить? Благодарность. Мы знаем, что начальство читает, мы хотим хотя бы так сделать приятное человеку, который профессионал своего дела. Вот о чем речь, почему нужно благодарить. Это ваш посыл во Вселенную. Он мне помог. Я принес, откупаюсь. И каждый откуп – это сигнал. Дайте ему привилегии, он выполняет свои функции, ради которых вы его создали. Там божества, силы и эгрегоры мирового масштаба, да, вселенского. Вот я бы хотела, чтобы мы почаще отправляли в копилку этого духа, так, если можно выразиться, тот самый бонус благодарения и написали в книге отзывов и предложений Вселенной, что дух Черед, могущественный, великий дух, великая сила, который нам помогает. И Вселенная, зная, что мы благодарны ему, он действительно выполняет свою функцию, которую ты, то есть для которого ты создала этого духа. Я не знаю ни одного человека, который бы обратился к нему и не получил спасения. Огромное количество случаев. Лоб в лоб вылетела машина. Женщина сказала, была рядом мать, сзади дети. Я сказала, все, мы погибли, наверное. И тут громко крикнула: «Черед, помоги!» И машина каким-то чудом, просто вот даже не поцарапав, проехала мимо. И все, кто был очевидцем, были в шоке. Они представить не могли, что мы спасемся. Пуля летит. Под пулями проходят снайперы, снимают людей, знаете где. И тут женщина, медсестра, говорит: уже понимаю, что скоро меня не станет. И я говорю: «Черед, помоги». И такое ощущение, как пули свистят просто мимо. Когда сняли ее, там, верхнюю одежду, там не было живого места. Просто решетка, понимаете, из пуль. А она живая, а у нее не было ни бронежилета, ничего. И они не могли поверить, что она там была. И говорят: мы сейчас с покойницей разговариваем, или ты живая? Ущипни меня, я во сне или что? И таких случаев очень много. Если этот дух для вас имеет особое значение среди других сил, если вы к нему обращались, и он помогал вам и вашим близким, время от времени благодарите. Отправьте этой силе бонус туда, чтобы Вселенная отмечала и давала ему больше привилегий, больше энергии, и расширяла его эгрегор, его силовое поле, и давала ему больше помощников. Итак, сладости, энергия огня,
неважно, какая будет свеча, благовоние, энергия земли, значит, спиртное. Здесь водка. Можно и вино, можно и что угодно. Читайте столько раз, сколько душа просит. Я примерно таким его представляю, вот это вот хранителя, темного хранителя, поэтому я поставила вот эту статую. Но здесь статуи не обязательно. Вы не найдете похожего на него. И не стоит искать. Он везде, он в пространстве. Это вот некий безликий хранитель дух. Великий и с очень доброй душой, если можно так сказать. С доброй сущностью. Ставьте ему время от времени угощение. Благодарите, начитайте, а потом потушите свечу. Свечу можете использовать и в других ритуалах. А угощение положите на подоконник. На следующий день можете выкинуть и вылить. Потому что это все обесточено. Оно как бы уходит весь аромат и сила еды. Мне иногда задают вопрос, что там коты иногда лезут, кушают, дети могут взять конфету. Что-нибудь случится? Нет, ничего не случится, не надо переживать. Раньше в храм приносили продукты, и сейчас есть в христианстве. Благословляют, потом уносят домой. Оно как бы вбирает в себя вот эту силу, энергию, да, храма. И в древние времена, и сейчас. Но это немножко другое. Это мы откупаемся, отдаем. И если кто-то когда-то ел по ошибке, или там дома кто-то был, взял, съел, они обязательно вам скажут. Вот неважно, сколько времени прошло, даже если там полчаса прошло после ритуала, что, ой, продукт какой-то безвкусный был. Почему? Потому что вся сила, весь аромат оттуда вытягивается, забирается. Ничего не будет. Желательно до этого не допускать, но если там кто-то съел, никакого наказания не последует. Так что можете не переживать. Духи разумные, они тоже понимают, что это ребенок. Даже звери понимают, что это ребенок, и не трогают, если вы заметили. Итак, начнем. О великий древний дух, Черед, всемогущий стражник, помощник, избавитель, благодарю тебя. Будь благословенен. Поклон тебе за твою помощь. Ты приходишь, когда я зову тебя. Спасаешь и выручаешь. Стоит тебя позвать. Прими, добрый дух, мое подношение. Прими мою признательность и благословение. Низкий поклон тебе, Черед. Славься вечно, добрый дух. Верный помощник, друг и хранитель. Истинно так. О великий древний дух, Черед, всемогущий стражник, помощник, избавитель, благодарю тебя. Будь благословенен. Поклон тебе за твою помощь. Ты приходишь, когда я зову тебя. Спасаешь и выручаешь, стоит тебя позвать. Прими, добрый дух, мое подношение. Прими мою признательность и благословение. Низкий поклон тебе, Черед. Славься вечно, добрый дух. Верный помощник, друг и хранитель. Истинно так. О великий древний дух, Черед, всемогущий стражник, помощник, избавитель, благодарю тебя. Будь благословенен, поклон тебе за твою помощь. Ты приходишь, когда я зову тебя. Спасаешь и выручаешь, стоит тебя позвать. Прими, добрый дух, мое подношение, прими мою признательность и благословение. Низкий поклон тебе, Черед, славься вечно, добрый дух, верный помощник, друг и хранитель. Истинно так. Помните, друзья мои, те, кто умеет быть благодарными, они счастливые люди. Неблагодарные всегда в печали. Всем удачи!